Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я к вам с еще одним шикарным рецептом восточных сладостей. Это сливочный щербет с арахисом. На мой взгляд, это лучше любых конфет. А готовится все проще простого. На сковороде буквально за 30 минут. Такие сладости разлетаются в один миг. И надо только держать себя в руках, чтобы не съесть сразу все. У щербета очень нежная, рассыпчатая структура. Приятный сливочный ореховый вкус. Рекомендую его приготовить и попробовать. Для рецепта мне понадобится готовить все я буду на сковороде с толстым дном и хорошим покрытием. Выливаю в сковородку сливки. Для рецепта я использую жирные сливки, 33%, но вполне сюда подойдут и 20%. Также вместо сливок можно использовать жирную сметану. Всыпаю сахар и добавляю 1 пакетик ванильного сахара. Перемешиваю. И теперь эту массу мне надо уварить до загустения и до того момента, как она начнет менять свой цвет на такой красивый, нежный, карамельный. Самое главное, надо все время помешивать, чтобы сливки не подгорели. Сахар плавится и масса начинает менять свой цвет. Становится такой как бы более прозрачной. Получается такой сливочный сахарный сироп, который надо хорошенечко уварить. Также сразу я подготовила форму, в которую буду выливать мою сладкую массу. У меня размер формы 18 на 22 сантиметра. Я ее выстелила пергаментной бумагой, чтобы потом все легче было достать из формы. Конечно, вы можете подготовить и формы другого размера. В зависимости от того, насколько она широкая, будет такая и высота конфет. Также еще один момент. Для рецепта я использую арахис уже соленый, поэтому в массу соль я не добавляю. Если вы используете не соленый арахис, добавьте немного соли. И также арахис надо, чтобы был обязательно обжаренный. Тогда, конечно, конфеты будут самые вкусные. Сахар у меня уже весь расплавился, и масса получается сейчас вот такая жидкая. И теперь увариваем. На это может понадобиться примерно минут 20. Самое главное, все время помешивайте, чтобы сливки не подгорели. Масса уже кипит, и я ее перемешиваю более активно. Огонь можно сделать чуть тише. Варю на среднем огне. Рекомендую использовать сковородку или кастрюльку с высоким бортиком, чтобы масса не убежала и чтобы удобнее было перемешивать. У меня сейчас прошло примерно 5 минут с начала активного кипения. Масса потихонечку начинает густеть. Посмотрите, на поверхности сейчас уже идут такие более крупные пузыри. Лопаются они медленнее. Масса становится все более густой. Сейчас я ее увариваю после начала активного кипения примерно 10 минут. Масса уже на глазах становится гуще. Жду, когда появится такой приятный карамельный цвет, но не слишком темный. Карамель должна быть такая, можно сказать, молочная. Я сейчас перемешиваю, и уже появляются такие сахарные нити. Я готовлю все без термометра, просто ориентируюсь на плотность массы и на ее цвет. Посмотрите, как она уже загустела. Еще буквально пара минут, чтобы она стала более такого карамельного оттенка, и все готово. Получается вот такая тягучая. И вот сейчас посмотрите, какая консистенция у меня получается и какой цвет. Он такой легкий карамельный. Масса уже вот такая густая. Всего по времени я ее уваривала примерно 25 минут после активного закипания. Плиту я выключаю, массу еще перемешиваю, так как сковородка горячая. И сразу же сюда я всыпаю орехи. Перемешиваю, аромат потрясающий. И все перекладываю в заранее подготовленную форму. Действуем сейчас довольно быстро. Стараюсь распределить все ровным слоем. Прижимаю лопаткой. Такой сейчас стоит аромат просто потрясающий. Пахнет арахис и пахнет сливочная карамель. Стараемся все плотненько прижать лопаткой. Разравниваю. Вот такая красота получается. Сейчас я все оставляю остывать до комнатной температуры, а затем отправлю на пару часиков в холодильник. И все готово. Конфеты готовы. Посмотрите, у меня сейчас здесь немного массы застыло на лопатке. Вот видите, она получается такая нежная, очень мягкая.
и, конечно, очень вкусная. На мой взгляд, это один из самых простых и вкусных рецептов сливочного щербета с арахисом. Как видите, готовится все насколько быстро и просто. У меня прошло пару часов, щербет стоял в холодильнике. Он уже хорошо застыл, достаю его из формы. И сейчас остается только нарезать его на кусочки. Немного разломался. Посмотрите, какая великолепная структура. И теперь разрезаю на кусочки. Это просто великолепно. Как же это вкусно. Щербет немного крошится при нарезке, но это именно благодаря его вот такой хрупкой структуре. Это так вкусно, просто невероятно. Эти сладости такие вкусные. Рекомендую их приготовить и попробовать. А я желаю всем приятного аппетита и приятного просмотра. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Easy Cook, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.